мальчики, у меня к вам очередной серьезный вопрос. Объясните, зачем вы знакомитесь с девушкой, неважно где, на улице, в Твинби, еще на какой-нибудь платформе, и общаетесь с ней, ну, там, типа, неделю, 2, месяц, а не сразу зовете навстречу. Вам не кажется, гораздо логичнее встретиться и понять, вживую подходите вы друг другу или нет? Я общалась с парнем месяц. Привет, я знаю, ты смотришь мои видео. В итоге из обещанных встреч не было ни одной. Объясните, мув. Я тебе кто? Я никто, я кто? Зачем ты мне рассказываешь, что у тебя в трусах? Я не хочу об этом знать, пока я тебя не увидела вживую. Наоборот, самое тупое — это включать вентилятор, когда записываешь видосы. Вот это да. Чтобы добавить какой-то такой вот хрени подобное, чтобы у нее волосы развивались, такая вся типа на понтах. Ну, да, как говорится, иди ты нахрен, нам пофигу. Но смысл в чем? Что я, например, тоже такой, что я сначала лучше узнаю по переписке человека, нахрен оно мне надо, тратить на тебя время. Не, если просто у меня есть реально время, и мы живем прям совсем близко в одной локации, просто увидеться там на каких-нибудь 20 минут пообщаться, без всяких ресторанов и кафе, да без проблем, тем более сейчас тепло, допустим. Ну, даже зимой я бы выскочил при наличии, опять же, свободного времени. И без всяких ресторанов, кафе, как она говорит, просто поузнавать, просто увидеться вживую. Ну, а если мы говорим о более таком уже, да, в любом случае, мне комфортнее узнать заранее человека в переписке. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Мне лично так. Я заранее уже так все время и веду диалоги, заранее узнаю девушку, женщину там, ну и потом уже принимаю решение, вообще стоит ли мне с ней видеться. Потому что там бывает по переписке уже понимаешь, что она отстрелена и время тратить не стоит. Также они понимают, что какой-то им там может попасться для них не такой и типа нафига видеться. А это как будто бы готово со всеми подряд видеться. Ребят, я вот сейчас этот ролик записываю, у меня просто вот слезы на глазах. Я 5 лет одна, 5 лет. Просто вы надо мной приходите на эфир и просто смеетесь, спрашиваете, что никто тебя еще не взял. Вот, ну, меня никто еще не взял. И не возьмут, наверное, уже, потому что годы идут. В этом году мне 42, у меня день рождения 17 сентября. И снова я буду отмечать его просто вот со своими детьми и мамой. И, конечно, выйду в прямой эфир, потому что у меня нет даже друзей. То есть друзей меньше, чем пальцев на одной руке. Ну, глаза слезятся явно от того, что сзади трава там горит, что там у нее за куча дымится. Вот от этого чаще глаза слезятся. Ну, а так, даже если она без приколов на серьезных щах это говорит, ну, проблема явно в ней. Потому что, ну... И опять же, она в конце сказала, что друзей можно по пальцам пересчитать, а друзей не может быть много. Если мы говорим за настоящих, каких-то там их не бывает. Остальное это все какие-то знакомые, товарищи, собутыльники и так далее, так далее. Это не друзья. Это просто некоторые люди называют всех подряд. Вот сегодня я с ним пообщался, все, ты мой кореш. Нет, так это не работает. Это также выстраивать нужно отношения, ровно как и с противоположным полом. Ты выстраиваешь поэтапно отношения, чтобы уже, ну, быть прям реально корешами, друзьями. Но не суть, это отступление. А так, если она действительно там на серьезных щах и одна, ну да, проблема в ней. Ну и плюс еще у нее, не забываем, как она говорит, дети, значит, у нее прицепы. С мамой там живет. Ну, я знаю, что есть отчаянные, конечно, мужчины, которые и с 5 детьми возьмут, но что-то с ней явно не так. А вы тоже слышали этот новый тренд, что женщины в 2026 году искореняют, истребляют патриархат, они поддерживают друг друга и, наконец, поняли, что мужчины не нужны. Особенно это смешно слышать в рилсах от девочек, которые снимают, как же им нужен мужчина. С деньгами, с квартирой, с машиной. Давайте на секунду представим, что патриархат полностью исчез. Женщины в конечном итоге подмяли мужчин под себя, и теперь женщины у нас правят миром. Что же будет? Абсолютный хаос, потому что женщины не умеют договариваться без эмоций. Они не умеют принимать решения с холодной головой. Они не умеют нести ответственность за миллионы людей, не обижаясь на каждое слово. И им обязательно нужен кто-то сверху, кто скажет: девочки, хватит грызться, займитесь делом. И этот кто-то — это мужчина. У них нет той жесткой структуры, которая двигает мир вперед. Они думают, что поддержка друг друга — это так круто, но поддержка без иерархии — это просто кружок по интересам, где все друг другу улыбаются и ждут, пока кто-то решит проблемы. И знаете, что самое смешное? Женщины, которые кричат о независимости в критической ситуации, всегда ищут глазами мужчину. Адекватный патриархат — это не угнетение, это порядок, это структура, это когда кто-то берет на себя ответственность, пока
пока вы плачете, мужчины защищают, строят мир и создают все условия, чтобы женщина могла быть красивой, слабой и счастливой. Ну, в целом, да, вообще негатива никакого нет, да, в принципе, логично, по моей логике, да, раскидала логично, да, все-таки есть, а те, конечно же, такие вот всякие, которые выискивают, якобы парни нам не нужны, но в то же время все-таки нужны. Ну, это такие вот всякие вот проработаншие, инстаграмщицы, от коучей, от психологинь, а это, ну, адекватно мыслит. Неизвестно, какая она, насколько она адекватная в целом по жизни, но здесь видео, да. Я мужа-ненавистница, вот прям, прям откровенная. И я всегда это говорю. При любом знакомстве, при ведении контента, то есть я не скрываю своего истинного отношения к мужчинам. Я не понимаю прикола только в том, что почему мужчины, когда они от тебя это слышат, они задают тебе вопрос, а почему ты ненавидишь мужчин? Ты им объясняешь. Ты открываешь им глаза, ты говоришь факты, ты говоришь фактически. Их любимая фраза, это любимейшая, что не все же мужчины. Все. Просто по-разному, но все. То есть у вас одна природа. Природа. Я говорю про природу. Если мы не говорим про какие-то даже ужасные вещи, про физическое, эмоциональное насилие, сексуальное, ПДФ, все вот это, там какой-то криминал. Если мы говорим просто про вашу ненадежность, нестабильность, и вы не безопасны в эмоционально, вы не можете давать безопасность даже эмоционально. О чем говорить? Вы пытаетесь говорить, что не все мужчины, но каждый мужчина, с которым я взаимодействую, так или иначе, каким бы он ни был классным, он проявляет потом свою природу в какой-то момент. Он обсирается. Казалось бы, потрясающе. Казалось бы, я никогда не витаю в иллюзиях, что вот он особенный. Потому что он не особенный, потому что он мужчина. У вас одна природа. И мое отношение, я не защищаю себя от чувств к вам, потому что это невозможно. Я живой человек, я люблю любить, я люблю чувствовать. Я просто принимаю вашу природу подлую, ненадежную, меркантильную. Это вы все время тыкаете нас в меркантильность, но вы не видите себя, вы не понимаете, что вы есть. Вы сами себя даже не осознаете. И если я с кем-то вступаю в коммуникацию, если я в кого-то влюбляюсь, если я кому-то даю шанс какой-либо вообще мужчины хоть на что-то со мной, я делаю это осознанно по своему личному выбору, зная и понимая, что передо мной мужчина, все равно, и все. Он может выкинуть любую хуйню в любой момент. Я не тешу себя иллюзиями, что этот мужчина особенный, если ведет он себя так-то, так-то, так-то. Потому что у меня буквально на этой неделе у меня случилось, что у меня был человек, с которым мы общались достаточно долго, он из другой страны, и у нас не было никаких романтических отношений, у него ко мне чувства, у меня к нему просто реально интересный, классный чувак, очень веселый, я люблю веселых, у меня подружки знают. И он в рандомный момент в середине беседы просто берет, прекращает общение и больше не отвечает вообще. Что случилось? Почему? Непонятно. И я такая, мэн, все, вот вам такое отношение, мэн. Все. Да, охренеть, конечно, у нее какие-то явно психологические проблемы. Просто мое мнение, я не психолог. Если кто-то из психологов смотрит, напишите, действительно ли это так. Но мне кажется так, как-то она неадекватно рассуждает. Какие-то двойные стандарты. То есть я мужа-ненавистница, но в то же время я с ними встречаюсь, я с ними взаимодействую, я там с ними имею какие-то отношения, но в конце просто мэн. И все, что она рассказала, это отзеркалено то же самое и на женщин-девушек переносим. Чего она за бред наговорила? И говоря, как она говорит, все. Какой адекватный человек скажет, что вот все, допустим, как-то к женскому полу какой-то, я не знаю, прям вот все они прям вообще ужас. Как я могу такое сказать, если я всех в мире не видел? Судить как она вот так вот, что вот какая-то у них просто вот природа, и они все такие по любасу, и адекватных не существует, да это бред. Это какая-то клиника уже, это мое мнение, опять же. Она вот так рассуждает, как-то какая-то клиника уже, по ней плачет, я не знаю. И, бред, потому что эмоционально нестабильные или что-то еще. Это они уж охренеть какие эмоционально нестабильные. Общался я с такой, пожил даже какое-то время. И это просто жесть. Сегодня она норм, завтра ты тоже вроде бы норм. Через 5 минут к ней подходишь, у нее просто перекошенное лицо. Что, говоришь, случилось, она тебе просто проходит сквозь тебя, как будто тебя не существует. И уходит такая. Что за проблемы?
Как бы вот эта неадекватность такая, вот, и у них же много такого, она не каждая такая, ну, именно женщины, девушки, не каждая такая вот, да, ну, вот попадаются экземпляры, да и вообще и в общем. Понимаю, что и мужчины есть такие тоже, что там женщины, девушки ломают голову, что в ахере, что с ним такое. Ну, всякое бывает, все мы люди, и мы индивидуальные, да, но момент в том, что, ну вот, мы все разные, короче, одним словом. А так вообще хрен на нее наговорила, конечно, бреда, это просто жесть. Значит, вчера я проводила опрос среди мужчин, познакомились ли бы они со мной, если бы я работала уборщицей и ездила на старенькой машинке. И ответы мужчин меня очень порадовали. Они писали, в общем, про женщин, за что они нас любят, что мужчинам никогда не важен статус, наша машина, ходим ли мы пешком, где мы работаем и прочее, прочее. Это было супер приятно читать. Я просто уже второй день с улыбкой на лице. Хочется, чтобы все самые добрые, самые честные, самые верные мужчины и женщины нашли друг друга и любили. Не за что-то, а просто потому, что они есть друг у друга. Да, это тебе мужчины ответили, да, по поводу этого. А спроси теперь женщин, девушек, готовы ли бы они на такое подобное тоже? Что нам не важен, какой у него статус, нам не важны его деньги. Ну, просто, если он, допустим, как сказать, средний россиянин, зарабатывающий там какие-то определенные деньги, не сотни тысяч, да, и все. Она готова с ним быть. Нет же ж. Они же многие вот так вот с того же Инстаграма кричат, что не-не-не-не-не. Машина, квартира, это как мантра. Хотя при чем тут это? Я могу зарабатывать и сотни тысяч, и миллионы рублей, но пока у меня не будет условно, ну, не то что пока, я не хочу себе брать машину. Потому что я, допустим, живу в крупном городе, да, и мне удобнее перемещаться, не знаю, либо на другом транспорте, либо у меня вообще там чуть ли, не знаю, не то что личный водитель, на такси я гоняю, я не хочу сам водить. Может такое быть? Да, может быть. Не хочу я покупать пока лично свою, допустим, хату. Допустим, как вариант из-за этой обстановки, что сейчас происходит. Лучше пока по времени... Ну, я просто накидываю варианты, потому что у людей разные могут быть причины. И все. А так у меня деньги есть. Как по мне это видно? Я пришел в обычные шорты-майки, допустим, где по мне считывается, что есть ли у меня деньги или нет, или как... Ну, короче, вообще пофиг. Одним словом, они хотят чаще всего денег, какого-то статуса, чтобы их там ублажали, но при этом... И вот у мужчин спрашиваешь, и чаще всего нам такое не надо. Чтобы она какая-то была там бизнесменша, какая-то фиг пойми какая. Просто типичная, стандартная, ухоженная, понятно, там, и все. Я больше не могу молчать о том, как нас всех женщин обманывают. Практически из каждого женского блога нам выдают один и тот же секрет счастливых семейных отношений. Люби себя, оставь себя на первое место, не будь удобной, будь эгоисткой, не растворяйся в мужчине. Так вот, я буквально ходячая инструкция по всем этим советам. Я неудобная, я эгоистка, я люблю себя, я умею выбирать себя. Я точно не делаю мужчину центром своей вселенной. И по всем законам этих советов я уже должна быть самой счастливой женщиной на планете. Только вот вопрос, где же мои счастливые отношения? Где они? Что-то не видно. Девочки, так что хватит нас обманывать. Это не то, что девочки хватит обманывать, это просто надо перестать ходить к этим тупым психологам и коучам, которые на вас зарабатывают, на таких вот подобных. И да, но это уже не остановить. Они же, их наслушавшись, они несут это в массы. И считают, что это норм, но это не норм, а сами сидят вот такие вот, как и вот это вот одна. И все. Нам-то всем пофиг, у каждого своя жизнь, но сам факт, они ж... Ну, постепенно, да, некоторые начинают как будто бы тоже прозревать и видеть вот эти вот параллели, что что-то здесь не так все гладко, как нам рассказывали. Вот уже полгода сижу на сайтах знакомств, 5 месяцев, и сегодня я приняла решение удалить свой профиль оттуда, потому что у меня есть чувство, что я только теряю свое время. Я отдаю кучу энергии, сил на вот эти вот бесконечные переписки, на какие-то свидания. Нет, были очень классные свидания, ничего не могу сказать, но ничего не сложилось. Как-то я понимала, что это не мой человек. Либо я оказывалась не тем человеком. И есть у меня такое чувство спустя полгода, что если бы я на сайте знакомств не сидела все эти полгода, как будто бы ничего в моей жизни не поменялось бы. То есть я как была все эти полгода одна, так я, удалившись сейчас, и продолжу быть одна.
Ну, я имею в виду, если встречу я кого-то, то, видимо, не там. Потому что все мужчины, которые мне там пишут, все хотят легкости, все на первую встречу зовут к себе домой. Нет, были хорошие, достойные ребята, с которыми мы общались, да, но не сложилось. Но при этом большинство ищет на сайтах знакомств только секса. Это я поняла. И, к сожалению или к счастью, это не моя цель. Я все-таки хочу человека, с которым я смогу куда-то ездить, обсуждать книги, фильмы, проводить классно, прикольно время. И есть у меня чувство, что если я сейчас с этого сайта удалюсь, я вообще не потеряю ничего. Только, возможно, приобрету, и, возможно, освободится большое количество энергии, которое я смогу сейчас потратить на то, чтобы зарабатывать деньги, на то, чтобы как-то развиваться, вкладывать в себя, продолжать заниматься спортом, продолжать лепить фигуру своей мечты. И вот так вот сегодня я для себя решила, что историю с сайтами знакомств я, пожалуй, пока поставлю на паузу. Для того, чтобы освободить место для чего-то больше. Так а нам что с этой информацией прикажешь делать? Нам всем пофигу, что ты там решила делать. Ну, понятно, она это опубликовала в своем блоге на свою аудиторию, это все понятно. Но тем не менее, как будто бы себе противоречит. Говорит, ну, в целом там фигня, но все-таки нет, все-таки были норм свидания. Все-таки там то, да нет, все-таки, в принципе, там только ищут потыкаться, да нет, все-таки были мужчины, которые не искали потыкаться, просто не сложилось. Ну, так вот, сама себе противоречишь. То есть это не равно, что сайты знакомств плохие. Да, там очень много, которые мужчин, да, действительно ищут, чтобы потыкаться. Либо женатые, либо свободные, и которые хотят просто кого-нибудь затыкать, и все. Им ничего больше не надо. Да, есть такая правда. Женщин в этом плане там, по-моему, поменьше. Я не знаю, по крайней мере, мне за всю историю ни одна не попалась там, которая написала бы, вот, ну давай встретимся, просто тыкнемся. Больше мне ничего не надо. Ни одна мне такая не попадалась. Ну, я уверен, что попадаются, раз мужчины там этим занимаются, значит, им какие-то попадаются, которые говорят им «да». Ну, иначе бы зачем там тратить столько времени? Ну да ладно. А так вот, это ж в реале это ж то же самое. Если, условно, ты сидишь дома, как я, то вообще тогда действительно никого не найдешь. Ну, если не будешь там сидеть, я имею в виду, если есть такая цель, да, именно кого-то найти. Вот, а так вот, пожалуйста, и ходила на свидание, и попадались норм варианты, и вообще, в общем, в жизни все то же самое, на самом деле. Познакомилась бы она где-нибудь на улице, да та же самая хрень была бы, сходила бы на свидание, поняла бы, что не мое, либо он бы понял, что не мое, как она говорит, и все, либо предложили бы поехать домой сразу. Та же самая фигня ровно. Женщины с Венеры, мужчины со свалки, знаете эту историю? Я не знаю, мальчишки в последнее время заладили, это мода какая-то у них пошла, бедолага или что, зовут на свидание в парке погулять, мороженку поесть. Зайчик мой хороший, мой сладенький, вишенка моя, булочка моя сладенькая. Тетя встала ранним утром, пошла на тренировку, после весь день работала, денежки зарабатывала, бумажки такие красивые, жизнью прощают, мама тебе еще иногда их дает. Тетя упала ходить с тобой по парку, круги наворачивать и мороженку жевать. Тетя хочет мяса и красного вина. На кой хер вы замахиваетесь на женщин, которых не можете потянуть, чтобы что? Сидеть, потом плакать, что все вокруг меркантильные, да никому 3 серебряника не упали, блядь. Иди закопай их в парке Лиса Алиса и Кот Базилио, скажешь, что с этим делать. Взрослая, состоявшаяся тетя хочет взрослого, состоявшегося мужчину. Ты иди со своими разговорами о шалаше. Тетю шалаш не устраивает. Тете замки нужны, и она много и усердно работает. И возводит эти замки для себя сама, ни у кого ничего не просит. Взрослую состоявшуюся тетю интересует взрослый состоявшийся мужчина. Взрослые ухаживания, интересные разговоры на одном языке. Время провождения, которое она сама себе может позволить. И в случае чего еще всех твоих друзей захватить. Нахуй вы лезете, блядь. Накопили на 4, целую ламбу, плакаться, чтоб вам за даром отдали. Общайтесь с людьми своего круга. Не лезьте к людям, до которых вы не доросли. Не нравится свой круг? Работайте, растите, учитесь, читайте, набирайтесь новых навыков, новых знаний. Чем-то заполняйте свою голову, помимо того дерьма, которым она уже наполнена. Будьте интересными людьми. Ну уж явно такой, как ты, быдлятиной просто конченой, уж точно не надо быть. Потому что, ну, опять же, да, я сужу только по видео, я не знаю, какой человек в жизни. Может быть, она там дальше милейшая, или в отношениях она милейшая, а тут она решила вот так агрессивно высказать. Хотя, опять же, где параллель, если я зову в парк поесть мороженое и равно у меня нет денег? Где это параллель? Может, я долларовый миллионер и пригласил в парк просто потому, что посмотреть на тебя, какая ты. Что тебе нужны только ли деньги, либо ты все-таки и человека выискиваешь норм и хочешь серьезных отношений.
Потому что я, да, на первую встречу никогда бы не позвал. У меня есть деньги, я могу позвать, да, на каждое свидание, там, в ресторан или кафе, там, ну, что-то там, договориться. Ну, зачем мне на какого-то незнакомого человека сразу так тратиться, чтобы это какая-то хрен пойми такая быдлятина пожрала мясо с вином? Ты мне обосралась? Я тебя знать не знаю. И все, поэтому первое, если мы говорим за первую вот эту, да, встречу в реале, ну только так. Только я бы тоже какое-нибудь мороженка предложил бы, либо что-то такое. Ну, никак не пожрать мясо с вином. Дело, просто говорю, в моем случае дело было бы не в деньгах, а это просто принцип такой, потому что мне надо на тебя посмотреть хотя бы на первую встречу, тебе надо на меня посмотреть. Вдруг, как говорят, вот этот коннект не сойдется, и нафиг я буду тратить эти деньги? Впустую? Зачем? Они и так с трудом зарабатываются, чтобы я просто ходил их раскидывал. У нашего соседа все есть. Дом большой, машина крутая, шмотки дорогие. Я даже не знаю, чего у него нет. Жены! Жены у него нет! Ну, по факту, да, понятно, что это постановочный ролик, но сам факт, есть такое и в семьях. Благо, у меня никогда такого не было. Но есть такое, да, когда вот такая вот стоит подобная, ты себе спокойно кушаешь, а она тебе на мозг капает, что вот у каких-то там действительно соседей, у моей подруги, у нее муж там или у моих знакомых. Такое себе, да. Это равносильно, когда говорят своему же ребенку: а посмотри, а вот Вася там с твоего класса, он там какой-то такой-то, а ты вот такой плохиш. Ну, это хрень полная. Так и тут, такая себе поддержка, скажем так. Можно разводиться сколько угодно раз, можно менять мужчин как перчатки. Но самый прикол, что от перемены мест ничего не поменяется. Придет новый Вася, плюс-минус с такими же заморочками, и плюс-минус тому же будет тебя учить. Потому что наши мужчины — это наши зеркала. Они нам круто подсвечивают наши недостатки. Те моменты, на которые нам стоит обратить внимание, которые нам стоит проработать. Они нас будут цеплять всю дорогу. Пока ты не изменишь себя, твой мужчина не изменится. Или другой мужчина, который тебе попадется, или третий, или четвертый. Все находится у нас внутри. Ну, такое себе в целом, да, может быть, какая-то логика в этом есть, где тебе партнер подсвечивает, ну, смотря как он это говорит, какие недостатки или что-то. У нас у всех есть недостатки, и всех есть достатки. Тут, в первую очередь, когда выбираешь партнера, ты должен понимать, видя его недостатки, готов ли ты с ними мириться, а пытаться там что-то переделать, проработать, ну, такое себе, ты там не принимаешь человека. Ну, короче, это долгая история, фиг бы с ней, короче, да. На этом все, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях, и всем пока.